Истинный воин — это не тот, кто побеждает других. Это тот, кто побеждает самого себя. Эти слова принадлежат Миямото Мусаси, легендарному японскому самураю, мастеру меча и философу, чье имя стало символом внутренней силы, дисциплины и мудрости. Он жил в эпоху, когда честь, отвага и искусство владения мечом определяли судьбу человека. Но Мусаси сумел подняться выше всего этого. Он понял, что настоящий бой происходит не на поле сражений, а в сердце. Его жизнь — это путь от меча к сознанию, от войны к внутреннему покою. Мусаси родился в конце XVI века, в смутное время, когда Япония была разделена между воюющими кланами. С раннего возраста он познал вкус крови и одиночества. Уже в 13 лет он выиграл свой первый поединок, а позже провел десятки боев, не проиграв ни одного. Но с каждым сражением он все яснее понимал, что внешняя победа не приносит покоя. Он искал не славы и не признания, а истину. Он писал: «Если ты знаешь путь воина, ты знаешь путь во всех вещах». Для Мусаси путь воина был не о насилии, а о ясности. Это была школа духа, где каждая ошибка, каждый удар, каждая пауза были уроками осознанности. Он говорил: «Победи себя, и врагов не останется». Его настоящим противником было не другое лезвие, а внутренний хаос, страх, сомнение, гордыня. Победить себя значит обрести власть над умом. Мусаси понимал, что внешний враг не страшен, если внутри царит порядок. Он жил просто, странствовал без дома и учеников, тренировался на природе, спал под открытым небом. Он искал не комфорт, а чистоту духа. Для него путь воина — это путь дисциплины. Делай то, что должен, даже когда не хочешь. Продолжай идти, даже когда устал. Не ищи легкого пути, он не закаляет. Со временем Мусаси понял, что истинное мастерство рождается из простоты. Он писал: «Не украшай путь. Простота — это правда». Он отказывался от показных техник и ритуалов, считая, что они отвлекают от сути. Истинный воин не должен зависеть от формы. Меч — лишь продолжение ума. Так же и жизнь — это не борьба за внешние атрибуты, а искусство видеть суть вещей. Простота — это ясность. Когда в душе нет лишнего, когда нет суеты и бесполезных желаний, появляется сила. Она незаметна, не кричит, но ощущается всеми вокруг. Мусаси учил быть как вода. Вода не спорит, не сопротивляется, но проникает повсюду. Она мягкая и гибкая, но способна разрушить камень. Так и человек должен быть текучим, не застывать в шаблонах, не держаться за старое. «Не будь привязан к технике», — писал он, — «будь как вода, придай форму всему, что встречаешь». Это гибкость, не слабость, а проявление внутренней свободы. Жизнь всегда меняется, и лишь тот, кто умеет меняться вместе с ней, остается в равновесии. Под конец жизни Мусаси удалился в пещеру Рейгенда. Там, в одиночестве, он написал свою книгу «Пяти колец. Философию пути воина». Он размышлял не о сражениях, а о духе, о сердце, о смысле победы. «Когда ничто не мешает сердцу», — писал он, — «путь ясен». Это значит, не позволять эмоциям и желаниям застилать разум. Внутренняя тишина — это не отсутствие звуков, а состояние полной ясности, когда человек не спорит с собой, не сомневается, не ищет оправданий. Это состояние, в котором он соединяется с самим собой. В конце пути Мусаси понял, что меч — это всего лишь инструмент. Настоящий путь — это путь сердца. Он перестал искать врагов, потому что понял, единственная битва, которую стоит вести, это битва за внутренний покой. И победа в ней не требует крови. Она требует честности, терпения и внимания к каждому мгновению. Путь Мусаси — это путь силы без гнева, движения без спешки и тишины, в которой рождается понимание. Он показывает, что настоящий воин — это не разрушитель, а созидатель. Он не стремится доказать, он просто существует в гармонии с собой и миром. И тогда меч становится символом не войны, а ясности духа. Мусаси говорил: «Путь не где-то там, путь внутри тебя». Эти слова остаются живыми и сегодня.
Каждый человек — воин в своем собственном сражении с ленью, страхом, сомнением, хаосом мыслей. Но победа приходит не тогда, когда ты уничтожаешь, а когда обретаешь покой. Когда перестаешь бояться, когда становишься прозрачным, как вода, и устойчивым, как гора. Это и есть путь воина, путь к внутренней тишине, к состоянию, когда жизнь и движение становятся единым дыханием. Путь Мусаси учит нас, что сила без мудрости разрушает, а мудрость без действия мертва. Только соединяя оба начала, человек становится по-настоящему цельным. И тогда в тишине сердца рождается настоящая победа, победа над собой.